Восход солнца над морем. Захватывающее своей красотой зрелище. Такой рассвет мы можем наблюдать в местечке под названием Бале, которое расположилось на берегу греческого острова Крит, аккурат между Ретимно и Ираклионом. Когда-то это был небольшой рыбацкий поселок, который со временем приобрел статус популярного курорта, знаменитого своими песчаными пляжами, виллами и апартаментами, небольшими отелями и многочисленными семейными тавернами. Местная архитектура сочетает в себе как классическую греческую, так и современную культуры. Единственная автобусная остановка на национальной трассе ежедневно принимает сотни туристов, приезжающих с окрестных городов и поселков. За поворотом их уже поджидает местный паровозик, на котором за определенную плату можно проехать через весь поселок за полчаса. Стоимость поездки в один конец будет выше цены билета до Ираклиона на рейсовом автобусе. Поэтому большинство приехавших, если позволяет здоровье, добираются до моря пешком. Так оно даже лучше. Получается неплохая прогулка. Сперва путь проходит через прохладную тень сосновой аллеи, наполненную нестихающим пением цикад. Затем ароматные оливковые рощи. А там уже и до центра рукой подать. Первый на нашем пути — пляж Ливади, самый длинный и основной пляж курорта. Чистый песок, пологий вход в море и кристально чистая вода. Идеально подходит для времяпровождения с детьми, поэтому большинство отдыхающих предпочитают именно его. Поднимаемся в гору, и здесь начинается инфраструктура Бали. Супермаркеты, небольшие магазинчики, аптеки, пункты аренды автомобиля. Все это расположилось вдоль центральной дороги поселка почти до самого его конца. Вообще, здесь большое число разного рода ступеней, длинных лестниц, крутых подъемов и спусков, находившись по которым за время отпуска можно легко скинуть пару килограмм. Местные жители даже поговаривают, что под впечатлением отдыха на Бали в 1953 году художник Мауриц Эшер создал свою знаменитую литографию «Относительность». Дальше, в небольшой бухте, находится пляж Варкотопос. По сравнению с Ливади, его протяженность намного меньше, да и заход в море здесь более крутой. Но именно здесь находится большой надувной город прямо на воде, излюбленное место молодежи. На горках постоянно дежурят спасатели, которые также следят за порядком. Имеется несколько ресторанчиков с приемлемыми ценами, лавочки с мороженым, прокат жилетов, надувных матрасов, кругов и другой амуниции. И снова поднимаемся в гору. Здесь расположилась небольшая церковь Святой Троицы.
Рядом с ней начальная школа, где местные дети наравне с обязательными предметами изучают основы навигации и рыбного промысла. И снова спускаемся вниз. Магазинчик местного фермера с продуктами собственного производства. Здесь же импровизированный им музей местного быта. Большая бухта с портом для рыболовецких лодок построена в 1987 году вместе с маяком. Здесь же находится пляж отеля Beach and Villas и общественный пляж Бали. It is Bali Beach. It is Bali Beach. It is Bali Beach. Вход в море пологий, но песок уже перемешан с мелкой галькой. На дне встречаются крупные камни. Из-за обилия морской живности, растительности и подводных гротов это место предпочитают любители поплавать с маской и ластами. Также можно арендовать катамаран. Дальше путь лежит по отвесной скале, около 10 метров над уровнем моря. Еще можно выбрать более длинный путь по главной дороге поселка, посмотреть быт местных жителей, насладиться ароматами цветов, коих здесь в изобилии, заглянуть в церковь Святой Екатерины. Если не боитесь за свой кишечник, можно продегустировать виноград, помидоры и перцы, которые растут прямо возле дороги. И вот она, главная достопримечательность поселка Бали – пляж Каравастасия. Несмотря на его удаленность, здесь всегда много народа. До небольшой бухточки с пещерой можно добраться только вплавь. Если вы плохой пловец, матрасы и надувные круги всегда можно арендовать на пляже. Великолепные виды открываются со смотровой площадки рядом с пляжем, на которую еще нужно постараться, чтобы взобраться. Акрофобам лучше этого вообще не делать. Когда солнце спускается за горы, жара сменяется пришедшей с моря прохладой, и на улицах появляется много людей. Из ресторанчиков громко звучит греческая музыка. Магазины, словно очнувшись от дневного сна, включают свои яркие вывески.
После полуночи жизнь в поселке начинает утихать. И снова рассвет. Группы туристов. И даже в таком райском месте, как это, человечество умудряется вести свою безмолвную войну с природой.